У нас с вами сегодня будет такой не классический осмотр. Так, я бы хотела сначала осмотреть ваши глазки, поскольку я уже знаю, какое у вас зрение. Сегодня мы будем с вами подбирать линзы, да? Так, глазки посмотрю, насколько у вас в порядке. Поморгайте. Здесь так. Так, у вас глазки отдохнули от предыдущих линз. Фирму я вам новую подобрала. Высокое кислородосодержание у них. Так. Влагосодержание, кислорода, пропускаемость. Вот так. Так, давайте так. Прекрасно. Так, прежде чем мы с вами померяем линзы, у нас сейчас идет такой некоторый осмотр, некоторая проверка врачей. По статистике мы проверяем, есть ли у кого-то признаки дальтонизма. Я вас хотела бы проконсультировать по этому поводу. Вы не удивляйтесь, что немного заговариваюсь. Рабочий день все-таки уже подходит к концу. И, как слышите, за окном дождь. Даже немножко громыхает. Вот, поэтому уж простите мне мою такую расслабленность слегка. Слегка концентрация понижена к концу рабочего дня. Так, смотрите. У нас же основных 3 цвета, правильно? Остальное идут оттенки. И вот люди, которые правильно воспринимают все цвета и оттенки, называются трихроматы. А те, кто не различает один из 3 каких-то цветов, дихроматы. Так, разделяются 3 разных вида. Все это зависит от направленности неразличаемого цвета. Есть у нас протонопия. Человек не способен различать желто-зеленые и пурпурно-голубые оттенки. Понимаете, да, у вас в любом случае идет различие понятия между желтым и зеленым, такие оттенки переходящие, да, и розово-голубые, и вы не различаете, это уже идет другой разговор. Да, для вас по сути не существует голубых, розовых оттенков. Патология захватывает в основном 8% мужчин, где-то 0,5% женщин. Дейтеранопия – это невосприимчивость зеленого цвета и его оттенков. Он встречается как у мужчин, так и у женщин. Всего задействовано, всего обнаруживается у 1% людей. Есть тританопия, пониженная чувствительность к сине-желтым и красно-фиолетовым оттенкам, встречается очень редко. Да, абсолютно точно. То есть это, видимо, такое, знаете, как исключение, можно сказать. И сюда даже не входит последний диагноз монохромазия.
при котором человек воспринимает только один из 3 цветов. А какой именно? Сложно сказать, это зависит от строения глаза. Еще реже наблюдается ахромазия, то есть человек видит черно-белым. Да, к сожалению, такое встречается, но, к счастью, достаточно редко. Опять же, сейчас существует множество программ, множество каких-то разработок. Допустим, есть также очки, есть приложение на телефон, которое помогает человеку различать оттенки. Ну, то есть он не вполне восстанавливает привычную нам видимость, да, но приближает оттенок к тому, как его видит обычный человек. Да. Смотрите, привожу вам, допустим, такой пример. Вот так у нас видит обычный человек. Ну, то есть обычное яблоко. Вот так у нас видит человек с дейтеранопией. Угу. Есть ли у вас какая-то разница между двумя картинками? Посмотрите, пожалуйста, на номер 1. Посмотрите на номер 2. Угу. Также у нас есть вот такой вот 3-й вариант. Так, картинку увидит человек с протонопией. Есть ли у вас какая-то разница между картинками 1, 2, 3? Угу, прекрасно. И вот так уже видит картинку человек с тританопией. Да. Угу. Угу. Есть ли у вас отличие между картинкой номер 1, 2, 3 и 4? Видите, абсолютно все по-разному, правильно? Прекрасно. Есть еще один пример. Для того, чтобы у вас была более такая точная открытая картинка. Вот так и видит человек с нормальным зрением. Картинка номер 1. Вот так. С дейтеранопией. Угу. На картинке номер 3 с протонопией. Картинка номер 4 тританопией. Угу. Для вас картинки абсолютно разные, да, из-за цветов, из-за их оттенков. Прекрасно. Отлично. Так и запишем то, что по посещению удалось выяснить, то, что у пациента нет дальтонизма. Запишем более понятным для вас языком на вашей карточке. Разве что такой быстренький тест. Скажите мне, какой вы видите цвет. Можно без оттенков, просто говорите цвет. Такой темно-синий, голубовато-синий, можно сказать серо-синий. Угу. Так, скажите, пожалуйста. Так, какой вы видите цвет теперь? Такой бирюзовый, голубо-зеленый. Угу, прекрасно. Сейчас какой вы видите цвет? Светло-оранжевый или желтоватый. Угу, прекрасно. Чуть-чуть могут не угадываться оттенки, но при этом, если у вас нет нарушения цветового зрения, его так тоже называют, при этом все равно основной оттенок вы увидите. А там уже работают дизайнеры, скажем так. Так, это какой цвет? Такой светло-персиковый, розоватый, можно сказать, светло-коралловый. Все прекрасно.
Сейчас я бы хотела, чтобы вы примерили линзы, которые я вам подберу. Так, и уже в линзах мы проверим с вами, пройдем опять же тест, данный дальтонизм с цифрами, со значками. Для чего это делается? Для того, чтобы как минимум ваши глаза привыкли к линзам, как максимум мы увидели, насколько хорошо и четко вы видите. Вдобавок убедимся в том, что действительно вы очень хорошо различаете оттенки. Хорошо? Отлично. У меня вот такой вот контейнер уже подготовлен для вас. В нем жидкость для линз. Так. Я помогу вам надеть линзу. Раз у вас это первый такой опыт, я ее сейчас немножко промою в растворе. Так. Так. Так, на ваш глазик. Проморгайтесь. Не стесняйтесь, моргайте. Хорошо села? Закройте, пожалуйста, зеркально, как я, вот этот глаз. Скажите, хорошо ли вы видите? Прекрасно. Так, теперь мы с вами наденем вторую линзу. Так. Сама по себе линза слегка такого голубоватого оттенка. Так. Тоже ее промываем. И вот так вот. Так, проморгайтесь. Моргайте, моргайте. Прекрасно. Хорошо, да, видите? Прекрасно. Теперь давайте закроем с вами вот этот глаз. Да, вот так я тоже сделаю с вами зеркально. Видите, так же хорошо. Отлично, значит, линзы подобраны верно. Под ваш исключительный минус контейнер я вам с собой положу. Жидкость, или же, как его корректно называют, раствор для линз, вы можете приобрести в аптеке нашей, фармацевт, который привязан к нашей клинике. Так, сейчас мы с вами пробежимся по основным картиночкам с тестами. Для проверки цветового зрения. Скажите мне, пожалуйста, какое число вы видите? 13, все правильно. Здесь немножко у нас сошла краска на картинке, чуть-чуть, но это не должно помешать видению картинки. Что вы здесь видите? Круг и треугольник, все верно. Далее, какую цифру вы здесь видите, какое число, вернее, смотрим внимательно. Все верно, 136. Что мы здесь видим? Описываем подряд. Кружок и треугольник, все верно.
Что мы здесь видим? Так, сейчас попробуем с вами сфокусировать. Угу. 13. Довольно бледная картинка, но вы прекрасно справились, отлично. Так. Здесь у нас какое число? 6. Прекрасно. Какие цифры вы здесь видите? Может быть, в разных местах. 3, 0. А здесь прекрасно. 96. А здесь 6. А здесь 66. Везет шестерками подряд. Так, что мы видим здесь? Кружок и треугольник, верно? Так, последнее. 96. Да, мы нарочно делаем подряд несложные и легкие тесты вперемешку, для того, чтобы ваши глаза делали что-то вроде гимнастики. Так, что ж, я могу вас сегодня отпускать. Рецепт я вам отдаю, в котором написано, какие линзы мы вам подобрали. Угу. Можете заказывать их у нас. В этом, в принципе, нет какой-то прям обязательности. Может, и на других сайтах. Главное, берегите свое здоровье, свои глазки. Угу, не болейте. Всего доброго. До свидания.